Спутник Ви действует на Запад, как красная тряпка на быка. Российские и китайские вакцины подрывают основы наживы на больных. Применение российской вакцины «Спутник Ви» одобрено уже в 33 странах мира. С начала февраля официально объявили о регистрации вакцины в Бахрейне, Казахстане, Никарагуа, Мьянме, Монголии и Гане. По словам руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в каждой из стран Минздравы изучают данные о безопасности и эффективности «Спутник Ви», в том числе приведенные в международном журнале Lancet. Статья, посвященная «Спутник Ви» и полностью подтверждающая его уникальные параметры, оказалась одной из самых популярных в Lancet за все время существования журнала. Правда, цитировали ее в основном не в научном мире, а журналисты и политики, в том числе президент Владимир Путин. Вместе с тем, некоторые антироссийские политики умудрились увидеть в научной публикации в авторитетном журнале элемент госпропаганды. Хотя, если вдуматься, подобные заявления, умаляющие авторитет и разработчиков «Спутник Ви», и самого журнала Lancet, также являются пропагандой. Столь же горячей полемики не было вокруг других вакцин, разработанных в западных странах – Moderna, Pfizer и AstraZeneca. При этом вакцинные разработки китайцев, в том числе Sinopharm, Sinovac и CanSino, также подвергаются обструкции за рубежом. Очевидно, что ни к науке, ни к здравоохранению подобная кампания, развернутая против китайских и российских вакцин, не имеет никакого отношения. Речь идет о борьбе за многомиллиардный рынок, а также за геополитическое влияние. Россия охотно поставляет «Спутник Ви» в страны третьего мира, причем не только поставляет, но и готова децентрализовать производство, чтобы ускорить выпуск и поставки дополнительных доз вакцин. Речь идет, в частности, об Иране, Турции, Индии, одних из самых крупных рынков для сбыта вакцины. Разработчики Moderna, Pfizer и AstraZeneca идут по прямо противоположному пути. Они готовы сотрудничать только с крупными платежеспособными экономиками, зато не готовы передавать третьим странам запатентованные технологии разработки своих препаратов. На этом фоне более гибкая политика создателей «Спутник Ви», конечно, выглядит намного более выигрышной. Это заставило западных аналитиков говорить о появлении вакцинной дипломатии. Неожиданным препятствием в борьбе с коронавирусом стало то, на чем держится современное капиталистическое общество – право собственности. Западные фармацевтические корпорации не могли просто так отдать технологию производства вакцины, не могли упустить прибыль на рынке, где покупатели целые государства готовы развязать войну, лишь бы получить твой товар. Россия и Китай смогли переступить через такой барьер, как выгода, исключительная собственность на вакцину. Они совершили, можно сказать, преступление против самих основ капиталистического общества. Вакцина «Спутник Ви» наносит удар по самым основам капиталистического общества. Практически впервые с Первой мировой войны, с 1918 года, в мировом сознании возникает общий контекст – капитализм – это то, что лишает жизни. Готовность лицензировать производство вакцины на месте не только снимает проблему лекарств для богатых, но и запускает экономику, конец локдауна. За это многие политические игроки прямо заявляют о том, что готовы окончить холодную войну с Россией, тем более, что она делится жизнью. Кстати, у России уже есть успешный опыт вакцинной дипломатии. Самый яркий пример – в 60-х годах в Японии добились того, что живая полиомиелитная вакцина была скорейшим образом допущена в страну. Стоимость дозы ее менее эффективной американской альтернативы равнялась по стоимости новому автомобилю. Тогда, как и сейчас, русских обвиняли во всех смертных грехах, попытках давить на свободное общество, что вакцина не работает, но элита Запада вынуждены были считаться с мнением мам и пап 20 миллионов спасенных японских малышей. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.